Зачастую акульи нападения на людей не являются попытками хищников поесть, скорее, это связано с особенностями их восприятия. К примеру, у белой акулы очень невысокие зрительные способности, и она может принять человека за свою еду, такую как крупная рыба или морской млекопитающий. К тому же, вмешательство человека в естественную диету этих морских жителей также играет свою роль. Нередко туристы кормят их с лодок неподходящими продуктами, которые акулы, не задумываясь, поедают. Климатические и экологические изменения на планете также влияют на поведение акул, включая их агрессивность. Чтобы уменьшить риск стать жертвой, опытные дайверы советуют купаться группами, избегать глубоких рифов и мест с множеством рыб, оставить дома яркие украшения и не носить сверкающие купальники, не создавать шум и суету в воде, плавать в чистой и прозрачной воде, избегать купания на рассвете, закате и при полной луне, не плавать с открытыми ранами, так как акулы чувствуют запах крови на большом расстоянии. Также стоит отдавать предпочтение пляжам, где есть спасатели. Если вы все же обнаружили рядом с собой акулу, не паникуйте и не кричите. Сохраните спокойствие и попытайтесь медленно отплыть, не выпуская акулу из поля зрения. Эффективные, но спокойные движения помогут вам удалиться от хищника. Если акула начинает кружить вокруг, это недобрый знак, скорее всего, она готовится к атаке и следует быть крайне осторожным. Если у вас не получается уйти из поля зрения акулы и она начинает агрессивные действия, ситуация действительно серьезная. Самое время призывать к помощи и принять защитную стойку. Часто бывают ситуации, когда группа людей успешно отпугивала акулу от потенциальной жертвы. Эти хищники не неуязвимы, и им тоже может быть неприятно. Уязвимые зоны акулы включают жабры, глаза и нос. Если под рукой есть подходящие предметы, такие как палки или камни, отлично, иначе придется защищаться конечностями, целясь в эти чувствительные области. Старайтесь не касаться рыбьей чешуи, так как можно пораниться. Кровь может только провоцировать акулу на более агрессивные действия и привлечь других хищников. Важно помнить, что даже в критической ситуации не следует сдаваться. Высока вероятность, что акула решит отступить. В этот момент нужно как можно быстрее направиться к берегу и вызвать помощь. Скорее всего, понадобится медицинская помощь, но худшее, скорее всего, уже позади. Людям, которые проводят время на экзотических пляжах, следует быть знакомым с методами спасения жизни в случае атаки акулы, чтобы не оставаться лишь пассивным зрителем. Медицинский эксперт и опытный серфер Николас Тейлор предложил эффективную замену традиционному жгуту для остановки кровотечения. Этот метод предполагает нажатие на определенные точки тела, чтобы остановить кровь. Тейлор продемонстрировал этот метод на одной из его лекций. Например, при травме нижних конечностей быстрое зажатие бедренной артерии может быть спасением от смерти. Согласно его исследованиям, этот метод мог бы значительно сократить число жертв. В эксперименте участвовало 34 добровольца, и метод Тейлора показал большую эффективность по сравнению с использованием жгута, применением импровизированных перевязок, привязыванием доски к телу пострадавшего. Эти исследования проводились с использованием ультразвука, то есть никаких реальных травм не наносилось. Оказалось, что наличие или отсутствие гидрокостюма не имеет значения.